Дорогие друзья, всем доброй ночи. Я дарила вам очень много ритуалов для хозяйства, для людей, которые живут в селе, которые живут за счет своих огородов, за счет живности, которых выращивают, да, продают. Ну, по сути, сельские жители, в принципе, они именно на это и живут. С одной стороны, это не очень хорошо, поскольку денежного эквивалента нет, и люди должны что-то продать для того, чтобы осуществить какую-то мечту. Там, продать бычка, чтобы, например, сыграть свадьбу. Продать лошадь, например, может быть, чтобы начать ремонт. То есть им нужно что-то продать из хозяйства, чтобы иметь возможность на какую-то перемену в жизни. Городским жителям это не грозит, они могут из своих зарплат накопить, у них больше возможностей в этом случае. Но с другой стороны, сельские жители, они э, живут в более экологически чистых, значит, районах, да. Они едят экологически чистые продукты, и они могут выжить и без денег, они могут и годами жить, и деньги-то им не нужны на самом деле, потому как у них все свое, все с огорода. Ну, что они покупают элементарно? Может, сахар, хлеб пекут, ну, макароны, ну, какие-то что-то такое, что, собственно говоря, не выращивается. Остальное это для села не проблема. Сельский народ более открытый, более бесхитростный. Я, например, очень люблю смотреть сельские свадьбы. Там нет притворства, там не идут сверкать бриллиантами, там не идут показывать друг другу свои там крутые тачки. Там приходят люди действительно веселиться. Они, они реально радуются, они реально э, благословляют, они реально желают счастья. То есть пока что вот эта невинность национальная у всех народов, она в основном сохранена у сельских жителей. Невзирая на мнение о том, что сельский народ как бы, ну, более такой простой, менее образованный, как некоторым кажется. Но я хочу вам сказать, если вы э, начнете изучать биографии известных людей, людей, которые оставили свой след в истории, основное количество этих людей родом из села. Поэтому говорить о том, что сельские люди, они менее образованы, я бы не стала. Города столько не дают знаменитых людей, сколько селения, сколько периферия. Вот всех людей, которые в Москве добились, достигли чего-то, не шушера всякая, а достойных людей. Посмотрите, актеры, режиссеры, да, мирового значения. Они в основном из периферии приезжие, которые достигли, добились успеха. Это говорит о том, что рожденный и выросший в семье, да, в сельской семье человек, он приспособлен к трудностям. Он с малых лет знает, что такое физический труд, что значит поздно ложиться, рано вставать и прочее, прочее. Сама выручка в селе, да, человечность, она более развита, чем у городского народа. Так вот, кроме того, э, сельские жители, они ничего не выкидывают. Они знают цену всему, что им дает судьба. Наверное, поэтому, кроме того, они близки к природе. Все эти эпосы, легенды и рассказы, они рождались в селе, рождались под светом лампы, когда зимние вечера бабы сельские сидели, там вышивали, шили, кому-то приданое собирали. И вот в это время из уст в уста передавались все эти предания, которые дошли до наших дней. Так что село – это, по сути, хранилище всего наследия нации, которое до нас доводит вот это все, полученное от наших предков. Я дарила много работ
помощь сельским жителям. Ну, например, наладное хозяйство. Для жителей села, по-моему, я так назвала, если ошибаюсь, поправьте меня. Я уже не помню, как назвала, потому что много различных работ. И далее, ну, например, дед Сидор, который вот все любят. И очень много людей мне писали из разных стран, и в том числе наших бывших стран СНГ и СССР, извиняюсь, СНГ-то вроде еще пока есть, хотя толку от него никакого. Люди писали, что благодаря моим работам у них такое хозяйство, и вся живность жива-здорова, невзирая на то, что люди там прививают их, все такое, да, стараются. Но у них настолько все замечательно и настолько все хорошо, что даже соседи завидуют, обзавидовались от того, как это хозяйство кормит всю семью. Причем небольшое хозяйство, но оно здоровое и плодотворное. Теперь я хочу подарить жителям села еще один замечательный заговор, который поможет им для ведения хозяйства. И еще раз напомню, что каждый заговор на удачу, на деньги нужно привязывать, именно привязывать к силе богатства и к богатым людям. К богатым людям прошлого, к богатым людям настоящего, к денежному эгрегору, купюрам, к банкнотам, к банкам, к украшениям, ко всему, что символизирует богатство. Деньги притягивают деньги, это не просто так сказано. Так вот, согласно легенде, была такая бабушка Ефросинюшка, которая очень хорошо жила, очень богато жила. И все ее снохи, которые вели хозяйство отдельно от нее, все ее дочери, которых она выдавала замуж, внучки, они все, уходя в дом своего мужа, там налаживали быт. И все эти дома заживали хорошо. И вот эта молва так пошла по миру, что у бабки Ефросинии какой-то благословенный род и такие вот, скажем так, добротные дети, которые в каждый дом привносят удачу, богатство и изобилие. И вот просто отовсюду стремились купцы или торговый люд. Они стремились из этой семьи взять себе жену. И вот эта слава о бабке Ефросинии дошла до наших дней. Говорят, что она жила в средние века, где-то 15-16 век. И она обладала какими-то знаниями, не называют ее ведьмой, но говорят, что это была женщина, которая была одаренная, и она знала чего-то там такое, какой-то секрет, какой-то заговор, какие-то там призывы, что-то знала по магии, и именно поэтому учила всех своих детей, сынов, дочерей, как нужно делать так, чтобы в твоей семье было изобилие и хорошая, ладная жизнь. И один случай из семейства Ефросинюшки такой, когда пастушок, бедный пастух, пришел просить руки его, то есть ее внучки. Но этот парень, молодой человек, ей понравился. А вот внучка фыркнула, что, мол, за бедного пастушка замуж выходить я не хочу. И тогда бабушка ей говорит: а какая разница? Вы все выходите за бедных, али за богатых, но богатеете еще больше. Так ты бери этого красавца, и через год ты будешь так же богата, как и твои сестры. И выдала замуж свою внучку за этого бедного пастушка.
И когда через год действительно этот пастух стал зажиточным, стал продавать овец, коров, и в конце концов открыл свою лавочку, начал торговать, все поняли, что действительно Ефросинюшка чем-то обладает, что это не просто слова, это не просто сплетни соседей, что эта женщина что-то знает. Так вот, мы сегодня с вами вот этот денежный заговор привяжем к силе Ефросинии, той самой Ефросинюшки бабушки, которая была матерью богатого семейства и удачного семейства. Я вам подарю ритуал, который по силе равен тому же ритуалу прадеда Сидора. Итак, что нужно вам делать? Дорогие друзья, каждый раз, когда кормите вот эту всю живность, это именно направлено на живность. Что касаемо огородов и так далее, можно читать, глядя на все хозяйство. Оно на все воздействует, но более всего на живность. Здесь я перечисляю кур, гусей, поросят и так далее. Вы можете перечислить ту живность, которая у вас есть. Или добавить то, что я не назвала. Но мало ли у кого утки есть, цицарки, индюки и так далее. Вот их всех надо перечислить. Глядя на хозяйство, вот на это все, читайте. Зайдете в курятник, покормите кур. Взяли, начитали, глядя на кур. Зашли, коров покормили, глядя на коров, почитали. У вас будут здоровые, вот скажем так, здоровый будет скот и птица, не будут болеть. Понятное дело, что если они доживают до определенного возраста, когда уже можно их продавать и прочее, это и есть ладное хозяйство. Не нужно, чтобы они дожили до пенсии, но нужно, чтобы дожили до того возраста, когда вы их продадите, да, или там употребите по-другому. Кроме того, чтобы у коров всегда было молоко, чтобы они были всегда здоровые, чтобы они рожали телят, и иногда желательно по двое, и такое может быть, и прочее, прочее. И в течение в течение года будете читать, они все время будут больше и больше. И, может быть, в течение года вы не узнаете свое хозяйство, настолько оно будет большое. Но, по крайней мере, вы можете продавать сыр, масло, сметана, мясо, все что угодно. И на этом жить. Подниматься и поднимать детей. Это вполне реально. Конечно, потребуется труд физический, это понятное дело. Но иногда бывает, что труд физически происходит, а толку никакого. Вот в этом случае толк будет очень даже. На зависть всем. Итак, на хозяйство, вообще в общем на хозяйство читается 3 раза. Если у вас там все пасутся, вот вы выглядываете в окно, глядя на них, читайте. Если хотите отдельно читать, значит, на каждый там коровник зашли, прочитали, в этот курятник зашли, прочитали, утятник, не знаю, что у вас еще есть. Везде, куда заходите, читайте по одному разу. Тогда так получается, но уже это немножко другая цифра. Если они в общем, во дворе, тогда читайте на весь двор. Итак, бабка Ефросинюшка хозяйство ладное держала. Жила богато. И знала та бабка колдовские слова. Глядя на хозяйство, да на стадо свое, она говорила: стадо мое, коровки, гуси, куры, утки, порося, козы. Дальше вы добавите: растите и плодитесь. Ваши рожки, клювики и копыта я благословляю, да заклинаю. Сколько на небе звезд, столько бы вас было у меня. Как песок на берегу моря не сосчитать, так и вас не сосчитать. 10 станет сотней, сотня тысячей. Будьте здравы, плодовиты, кормите нашу семью, обогатите, слово в слово обратись, магия древняя исполни, дом мой добром наполни. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз. Бабка Ефросинюшка хозяйство ладное держала. Жила богато. И знала та бабка колдовские слова. Глядя на хозяйство,
да на стадо свое она говорила: стадо мое, коровки, гуси, куры, утки, порося, козы. Дальше сами. Растите и плодитесь. Ваши рожки, клювики и копыта благословляю, да заклинаю. Сколько на небе звезд, столько бы вас было у меня. Как песок на берегу моря не сосчитать, так и вас не сосчитать. 10, извиняюсь, здесь не 10, стань сотней, сотня тысячей. Будьте здравы, плодовиты, кормите нашу семью. Обогатите, слово в дело обратись. Магия древняя исполни, дом мой добром наполни. Ключ, замок, язык. Заклято. Хочу вам сказать, что жить рядом с ведьмой и дружить с ней – это очень выгодное дело. Я вам скажу, такой маленький секрет открою. Я, когда жила в Москве, я всегда поддерживала чистоту. Сколько мне отправляли конфеты, всякого-всякого, раздавала детям соседским все время. Ну, о другой помощи не говорю. Переехала сюда, вот здесь бабушка. Правда, шефство взяла Яна, она ходит, мне некогда ходить. Но эту бедную бабушку обобрали все. И сын оказался под лицом, продал без ее ведома ее квартиру и даже не сказал. Представляете, вот это просто, уму непостижимо. Я уверена, что этого сына используют и выкинут за его подлость, и он это заслужил. Но это дело второе. Глядя, как эти старики пасут этих коз и на них надеются, я часто через окно, глядя на это стадо коз, начитываю для них. И вы знаете, они продают и продают сутками. Такое ощущение, что у них там целое стадо коров, причем таких голландских, которые по 50 литров молока дают каждый день. И на самом деле это просто козы. Но эти козы их поддерживают. И очень сильно. То есть они не болеют, они замечательно дают молоко. То есть бабуля у нас в восторге и рада. Но вот я тайком начитываю на этих коз, чтобы у этой бабушки было ладное хозяйство, потому что ей это нужно. Хотя она очень верующая бабушка, наверное, думает, Боженька помогает. А это всегда так. Ты помогай, а все на Боженьку спишут и ему поклоны бьют. Но это не важно. Так что, дорогие друзья, делайте, проводите то, что вам советуют. И живите хорошо. И никого не слушайте, всяких идиотов. Ой, это нехорошо, просить, получать. Что здесь плохого? Просить и получать. Ты хочешь получить деньги, ты хочешь получить достойную жизнь, чтобы поддержать своих детей, чтобы твои дети не пошли воровать и убивать, а чтобы они получили образование, чтобы они стали достойными членами общества. Ты хочешь заработать денег, чтобы завтра помочь кому-нибудь, если вдруг у кого-нибудь беда случится. Чтобы элементарно покормить кошек-собак на улице, тебе нужны деньги, чтобы корм купить. Что здесь криминального? Криминальное – это жить впроголодь, ничем не заниматься в этой жизни и дохнуть, никому неизвестный. Вот криминальный. Я помню, был такой армянский танцор, который был сирота и самоучка. И сам поднялся, потом, естественно, поступил, это все отточил свое мастерство. И когда его спросили, он сказал, человек, который ничем не занят, никаких не имеет интересов в мире, кому он нужен в этом мире? Вот я запомнила в детстве еще, услышав это. Действительно, кому нужен человек, который ни к чему не стремится, ничего не хочет? Просить достатка у богов – это достойное занятие. Вы не просите чьей-то смерти, вы не хотите кому-то навредить. Вы просите хорошей, достойной жизни. Дорогие друзья, почему вас должны за это наказывать? Что за нелепые глупости? Просто люди, которые ни к чему не стремятся, они всегда ищут изъян в том, что кто-то стремится к этому достатку. Твой достаток позволит тебе воспитать достойных детей, дать им образование, помочь им, дать им жилье, чтобы дома не конфликтовали, потому что все конфликты от неимения денег, от нужды идут в семье, понимаете? Завтра кто-нибудь заболеет, извиняюсь, ты не пойдешь просить деньги, понимаешь? У тебя не будет мысли кого-то ограбить, забрать деньги, чтобы вылечить своего ребенка. Ты пойдешь, возьмешь отложенные деньги и
то есть поведешь его к врачу. То есть вот о чем я говорю. Что деньги, достаток нужны для того, чтобы человек вырос спокойным, уравновешенным, с верой в будущее, а не психованный, затравленный, напуганный, голодом, знаете, от голода опухший, глаза голодные, ненавидящий весь мир человек, который всю свою жизнь живет с тем, что он голодный, холодный и в лохмотьях. И еще раз вам напомню, от несчастной любви лучше плакать в шубе и в бриллиантах, чем возле помойки. Согласны со мной? Не так уж страшно переживать душевные травмы, когда ты материально обеспечен. Всем удачи и всех благ.